Слава Украине, привет всем от Полонского. Друзья мои, Reuters публикует, они вообще, у них, конечно, инсайды работают замечательно. Так вот, Reuters публикует список хотелок Трампа и Путина, и ответ на них, совместный ответ на них Украины и Евросоюза. То есть хотелки и, скажем так, очень reasonable, очень такой, знаете, взвешенный, без каких-то зашкваров ответ, да? Давайте сейчас быстренько пробежим и посмотрим, что хочет коллективный Трампопут и что им ответили. Значит так, прекращение огня, тут оно будет идти как бы по секциям. Полная и безоговорочная приверженность постоянному прекращению огня, это предложение Трампопута. Дописали туда еще Украина с ЕС. В небе, на земле и на море. Окей, я считаю правильно. Дальше Трампопут пишет. Обе стороны немедленно начинают техническую имплементацию переговоров. Окей, это остается, но добавляют. При участии США и европейских стран параллельно идет подготовка повестки дня и модальности для полной и мирной сделки. Следующее, Евросоюз и Украина предлагают еще один пункт. Мониторинг прекращения огня, возглавляемый США и поддерживаемый третьими странами. Ну, от себя добавлю, я себе представляю этот мониторинг от США, и мне думно становится. Следующее, это уже добавляет Украина и Евросоюз. Россия должна безоговорочно вернуть, внимание, всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей. Они украли у нас тысячи детей. Всех домой. Обмен военнопленных по принципу всех на всех. Россия должна освободить всех гражданских заключенных. Следующее. Гарантии безопасности для Украины. То, что предлагает коллективный Трампопут. Украина получает надежные гарантии безопасности. Это что значит? Ну, надо же как-то хоть немножечко. И, соответственно, Европа и Украина добавляют через запятую. Включая подобные 5 статье НАТО от США до тех пор, пока среди союзников нет консенсуса насчет вступления Украины в НАТО. Ну, это правильно, абсолютно. Следующее. Никаких ограничений для сил обороны Украины. Это уже добавлял Евросоюз и Украина. Дальше. Гарантами будут европейские государства плюс желающие за пределами Европы. И к этому добавка идет. Никаких ограничений на присутствие вооружения и операций от дружественных иностранных вооруженных сил на территории Украины. Следующее вычеркнуто полностью. Украина не будет пытаться вступить в НАТО. Это вычеркнули полностью, послали к черту. Дальше. Украина может стремиться к вступлению в ЕС. Ну, тут как бы возражений нет. Следующее. Вычеркнуто полностью. Территории. Да, территории, потом первое. Вычеркнуто полностью. США де юре признает Крым российским. Но это ахинея, это бред царя небесного. Я уже целый ролик записал на эту тему. Это просто... Мало того, что это предательство, это рушит всю мировую конструкцию и дает любому диктатору возможность просто объявлять то, что он хочет своим. Это безобразие полное. Следующее тоже полностью вычеркивается. США де-факто признает контроль РФ над Луганской областью. Вычеркнуто. США де-факто признает российский контроль над частями Запорожской, Донецкой и Херсонской области. Вычеркнуто. Следующее. Украина возвращает Харьковскую область. Вычеркнуто тоже. Почему? Пишут так. Все территориальные вопросы будут обсуждены и решены после полного и безоговорочного прекращения огня. То есть сначала прекратить огонь, потом начинать по месту уже выяснять, что с конкретными территориями. Потому что если все фактически отдают рашистам, а нам 2,5 куцеперника. То есть все, коллективный Трампопут делает все в интересах рашистов. Дальше. Украина возвращает Запорожскую АЭС. Дальше. При американском участии добавлено. Передает контроль над ней США. Ага. Нет, тут по-другому. Тут интересно. Значит, что хотели американцы? Они хотели, чтобы Украина возвращает Запорожскую АЭС при американском участии и передает контроль над ней США, а электричество будет распределяться обеими сторонами. Значит, из этого получилось следующее. Вычеркнули полностью, передает контроль над ней США, и электричество, значит, передается
что мы будем давать рашистам электричество. Не будем. Вот так вот, да. То есть предложение следующее. Украина возвращает Запорожскую АЭС при американском участии. Все, точка. Остальное будем разбираться позже. Следующее. Украина возвращает контроль над Каховской ГЭС. Ну, тут возражений нет, правда. Где Каховская ГЭС, я не в курсе дела. Ну, и тут тоже возражений нет. Украина получает беспрепятственный проход по Днепру. И следующее, тоже никто не против. Украина возвращает контроль над Кинбургской косой. Это понятно. Дальше. США и Украина внедряют экономическое сотрудничество, предусмотренное в ресурсной сделке. Ну, тут никто не против. Если договоримся, договоримся. Если не договоримся, ну, не договоримся. Следующее. Вот это важно. Потому что я на это, кстати, обращал внимание в предыдущих роликах. Украина будет полностью реконструирована. Украина получит полную финансовую компенсацию. А я спрашивал себе, а кем реконструирована? От кого компенсация? Что за компенсация? Добавлено сюда Европой и Украиной. В том числе за счет замороженных российских активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Россия не компенсирует ущерб Украине. О, это конкретно. Дальше. Ну, тут вообще интересно. Санкции с Россией, наложенные на нее в 2014 году, рашисты, коллективный трампопут пишет, будут полностью сняты. Ага, ща. Помечтай. Вместо этого пишут так. Могут постепенно ослабляться после того, как будет достигнут устойчивый мир. Но будут введены обратно в случае нарушения мирного соглашения. Ну, тут тяжело как бы поспорить. И следующее. США и Фашистская Федерация будут сотрудничать в энергетических и других производственных секторах. Ну, мы же не можем как бы их остановить. Это их внутренние дела. Если они считают нужным сотрудничать с рашистами, ну, это их дело, я уже на них плюнул лично, да. Дальше, значит, что происходит в Штатах? Параллельно. В Штатах сегодня Трамп намекнул, что он будет делать себе обнуляйтинг. Вот, он сегодня ходил с какой-то очередной блондинкой там по Белому дому и показывал ей картинку, значит, на которой нарисован этот кашкет, вот этот вот, который идиотский красный, за который, кстати, сейчас морды бьют, если куда придешь в ресторан, еще и в ресторан не пустят. Вот вы знаете, как это сейчас с таким кашкетом прийти в ресторан, это как, ну вот собаку с собой привезти, а собак же в ресторан не пускают, так и с этим вот кашкетом. Знаете, это как-то, ну, как ты умалишенный, что ли, или дурак какой-то, или покусать людей можешь. Поэтому с таким кашкетом в очень многие рестораны сейчас не пускают. Вот. Ну, а Трамп показывает такой кашкет и говорит, это, значит, задел на Трамп 2028. Напомню, американская конституция это напрямую запрещает. Вот, то есть он уже видно, что вот эти вот трамписты вокруг него, они, понятно, они боятся ответа за содеянное, что если Трамп уйдет в 2028 году, вот, а их всех посадят же в тюрьму. Вы же понимаете, за нарушение американской конституции предусмотрены нехилые сроки, и они будут пытаться оставлять Трампа, сделать ему такой же обнуляйтинг, как у его друга, товарища и начальника, по всей видимости, Путина, и, значит, с тем, чтобы он был вечным у них, вечным. Вот как был этот самый, скажите мне, в Зимбабве, как его там звали? Мугабе, Роберт Мугабе, да? Вечный, говорит, я, говорит, умру, они все равно за мой труп проголосуют. Ну, что-то типа этого. Да, и Трамп нарушает постановление Верховного суда, это я читаю вот новости из США, и сегодня начал арестовывать судей. 2 судей уже арестовали, насколько я помню. Ну, это капец полный. Потому что они, видите ли, не хотят исполнять распоряжения Трампа. А кто ты такой для судей? Судьи американские, они руководствуются не хотелками Трампа, а руководствуются законодательством Соединенных Штатов Америки и Конституцией Соединенных Штатов Америки. И никак ничем иным. И если им не нравится то, что делает Трамп, это не повод их арестовывать. Это опять возврат к большевизму, туда, к путинской России. Но это же то, куда мечтает привести Соединенные Штаты Трамп. Вот. И вот что пишут американцы, цитата. Это американцы пишут, это не Полонский. Цитата. «Для превращения США в фашизм необходимо полное уничтожение верховенства закона. Это необходимо для того, чтобы военизированное формирование и внесудебные органы могли функционировать беспрепятственно». Ну, естественно. Ну, естественно. То есть Трамп ставит как бы задачу перед собой пойти незаконно на 3-й срок.
Для этого нужно разгромить судейский корпус, запугать депутатов своих, ну, полностью как Путин сделал, да, уничтожить свободную прессу. Помните, он там угрожал этих самых журналистов пересажать в тюрьму, чуть там в Эль-Сальвадор отправить, еще что-то типа этого сделать. Ну вот, собственно говоря, начал с судей. Это, конечно, он сделал для себя правильно. Почему? Потому что если вот по беспределу начали арестовывать судейский корпус, ой-ой-ой, все же будут остальные просто бояться. Журналисты захлопнут варежки. Вот и все. И как бы была свободная страна, и нету. И будет такое, знаете, ну вот Россия 2.0, или как это будет назвать. Вот почему он везде на каждом шагу заносит задницу на повороте Путину. Просто потому, что он пытается построить нечто подобное сегодняшней путинской вонючей рашке. Вот и все. Так что американским журналистам для того, чтобы выразить свое мнение или там как-то быть журналистами, придется ехать в Украину, жить здесь. У нас более-менее свободно, после войны будет нормально. Ну а что? Когда-то ехали в США до того, как они были, ну, свободной страной, богатой и все. Сейчас США, видите, Трамп ее множит на 0, значит, будут ехать в Украину и жить нормально в Украине, в конце концов. И еще одна новость. СБУ задержала сухогруз Теневого флота России, который под третьим флагом третьей страны, да, из Юго-Восточной Азии, не знаю какой, значит, украл из Крыма 5000 тонн украинского зерна, крымского, еще там кого-то, которого незаконные оккупанты, путинские бандиты привезли в Крым и из Крыма пытались экспортировать куда-то, а наши все отслеживают. Увидели его, значит, в водах нейтральных в Черном море, прикондрапупили, взяли его за хибот, привели в порт, арестовали всю эту банду, которая занималась воровством украинского зерна. Вот. И, собственно говоря, началось следствие, и каждый получит соответственный законам срок. Вот. Ну и я сегодня рассказывал о том, что за Кобзонина было два рашистских деятеля. Один генерал, второй какой-то там ученый рашистский. Один в Брянске, другой под Москвой. Вот. Но как-то неуютно им сейчас становится там вот на России жить. Вот. Особенно тем, я так думаю почему-то, что неуютно, по всей видимости, те себя чувствуют неуютно, кто осуществлял стрельбу ракетами по Сумам, по Киеву, по Одессе, да, по Харькову, по Кривому Рогу, вот. Да. Как-то вот сейчас они посматривают на вот эту ситуацию сегодняшнюю и понимают, что